Александр Усик унизил семью Ирины Фарион. Какое громкое заявление сделала дочь, убитая ему в Знатоке после разгромного боя Усика с Фьюри? Согласился ли мир с победой украинского боксера? Как Усик может повлиять на поставку оружия для Украины? Какие давние скандалы вокруг Усика снова вылезли наружу? Обо всем расскажем прямо сейчас. Вы на канале Валерий Табаков. Мы начинаем. Дочь покойной Ирины Фарион набросилась на Александра Усика после разгромного боя с Фьюри. В нем заявила, что ей противно видеть новости об Усике, и напомнила о старом скандале между Усиком и Фарион. Ты посвятил свою победу матерям Украины. Моя мама убита. Смотри, что ты говорил о моей маме. Ты оскорбил нашу семью. Мне противно, что сейчас вся Facebook-страница об этом поединке. А я хочу, чтобы она была о наших защитниках. Публичный конфликт, о котором упомянула Семчишин, произошел в ноябре 2023 года. Тогда Александр Усик назвал Ирину Фарион агентом Кремля. Так, боксер отреагировал на резкое заявление языковеда, в котором она раскритиковала украинских военных, в том числе бойцов полка Азов, за использование русского языка. Она назвала их москворотыми быками и отметила, что не считает их настоящими украинцами. Стихотворение посвящается Ирине Фарион. Смотрите, Ирочка, я одет. Все, как вы любите. Свой рот открыла и полезла изо рта. Мусор видит, это дива. Поливает не щадя. После обращения Усика эта история стремительно разлетелась по сети. Кроме того, Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело против Ирины Фарион за оскорбление чести и достоинства военнослужащего. А еще языковеда уволили с должности преподавателя во Львовской политехнике. В то же время Ирина Фарион продолжила делать резкие заявления, вызвавшие возмущение среди общественности и военных. Она также призвала власти страны принять меры против бойцов Азова, критиковавших ее слова. 19 июля этого года на языковеда покушались во дворе ее дома во Львове. Стреляли в голову. От полученных травм Ирина Фарион скончалась в больнице. Отмечу, Александр Усик не отреагировал на резкое заявление Софии Семчишин, а вот реакции со стороны критиков и поклонников хоть отбавляй. Логично, что после победы Усика в сети активно начали обсуждать результаты поединка. Сам Тайсон Фьюри после боя выразил недовольство результатом. Утверждает, что его поражение было несправедливым. Назвал победу украинца рождественским подарком. Назвав перемогу українця різдвяним подарунком. Промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен также выразил недовольство результатом боя. Он заявил, что не может понять, как Тайсону могли отдать только 4 раунда. Считает такую оценку абсолютной несправедливостью. Также усомнился в справедливости результата и бывший чемпион мира по боксу в 2 весовых категориях Амир Хан. Он сказал, что это было несправедливо. Я считаю, что победу должен был одержать Фьюри. Несмотря на это заявление, официальные судейские решения подтвердили победу Усика единодушным решением. Не смогли смириться с очередной победой украинца и на болотах. В стране-агрессоре пытались преуменьшить важность победы Усика тем, что сосредоточили внимание на его политических взглядах и поддержке Украины. Писали, что судейские решения, приведшие к победе Усика, слишком сомнительны. Мол, бой был отдан украинцу из-за политических факторов, а не из-за объективных спортивных достижений. Все в духе российских пропагандистов. Впрочем, положительных отзывов было гораздо больше. В частности, 20 декабря в преддверии поединка
поединка Усику позвонил президент Владимир Зеленский. Украинский лидер пожелал Усику удачи и заверил, что страна стоит горой за спортсмена. Президент в шутку попросил боксера не очень сильно избивать Фьюри, чтобы партнеры не прекратили поставки Украине ракет Storm Shadow. В ответ Усик поблагодарил за поддержку и пошутил, что готов применить физическую силу в общении с международными партнерами, если это понадобится. Безусловно, это понятно, мы уважаем наших партнеров, поэтому ты, когда будешь побеждать Фьюри, там не сильно, потому что помни, чтобы они нам не запретили ракеты Storm Shadow. Мне скажут, это только спорт. Свежая реакция президента в социальной сети X тоже не заставила никого ждать. После поединка Зеленский поздравил Усика с защитой титулов и сравнил победу с мощью украинского духа. Так важна и так нужна всем нам сейчас. Сохранив чемпионские пояса, Александр доказывает, что мы, украинцы, и своего не отдадим. И пусть, как тяжело было, поборемся. Ринг, поле боя или дипломатическая арена. Сражаемся и своего не отдадим. Отреагировал на исход поединка и боксер Дерек Чизора. Ссылаясь на тенденции проигрыша британских боксеров в последних поединках от украинца, боксер выдал следующую цитату. Что я могу сказать? Мы облажались. На поединке присутствовал и культовый актер Джейсон Стейтем вместе со своей женой, моделью Роузи Гантингтон-Уайтли. После победы Усика по сети завирусилось видео с его реакцией. Украинские звезды тоже не отстали. Куча сообщений со словами поддержки и благодарности охватили сеть в ночь с 21 на 22 декабря. Кто-то плакал, кто-то восхищался, но уважением и вниманием боксера не обделили. Вспомним, с чего все началось. Первое сражение между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоялось в мае этого года. Это была встреча двух боксеров, целью которой было определить, кто станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Поединок привлек огромное внимание, ведь оба боксера на тот момент владели титулами чемпионов в разных боксерских организациях. Однако раньше им не удавалось сойтись на ринге. Победу одержал Усик и посвятил ее своему покойному отцу. Отец, ты меня слышишь? Мы это сделали. Мы это сделали. Понятно, что впоследствии стали появляться разговоры о реванше. Для того, чтобы провести его украинскому боксеру, пришлось отказаться от титула IBF. Международной боксерской федерации, поскольку эта организация не позволяет чемпиону защищать свой пояс против предыдущего соперника. Поединок-реванш состоялся 21 декабря 2024 года на Киндом-арене в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Усик снова победил британца Тайсона Фьюри и тем самым защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в сверхтяжелом весе. Украинец одолел британца по единогласному решению судей. 116 баллов против 112. Украинский боксер показал отличную технику и скорость, что позволило ему нейтрализовать преимущество Фьюри в размерах и силе, хотя тот тяжелее на 30 килограммов и выше на 20 сантиметров. Поединок длился все 12 раундов, и в течение этого времени Усик удерживал контроль над темпом и дистанцией и не давал Фьюри возможности навязать свой стиль ведения боя. Призовий фонд цього бою склав $191 мільйон, що стало одним із найдорожчих матчів в історії професійного боксу. Усик отримав рекордні у своїй кар'єрі 114 миллионов, а Фьюри 76. Часть выигрыша Александр собирается отдать на нужды нашей армии. Перед этим Фьюри тоже заявлял, около 1,5 миллиона пожертвует украинским военным. После оглашения результатов
результатов Фьюри отказался пожать руку Усику и оставил ринг без традиционного интервью. Многие восприняли это как неуважение к сопернику и зрителям, но и на этом интересные моменты не заканчиваются. После победы украинца на ринг вышел Дюбуа, владеющий поясом IBF, и обратился к Усику с просьбой дать ему реванш за поражение в 2023 году. Усик был немногословен и принял вызов Дюбуа. Вспомним, что на предыдущем поединке Усик победил его техническим нокаутом в 9-м раунде. Этот бой запомнился скандалом из-за нелестного эпизода в 5-м раунде, когда британец ударил украинца ниже пояса. Перед возможным реваншем с Усиком Дюбуа предстоит защита своего титула IBF против Джозефа Паркера 22 февраля 2025 года. Результат этого сражения может повлиять на перспективы реванша между Усиком и Дюбуа.